Всем привет! В этом ролике вяжем летнюю сумку. Вяжем из интересной пряжи, которая очень красиво переливается на солнышке. Ширина сумки 30 сантиметров, длина 35. Вы можете связать сумку любого размера. Вязать будем из пряжи Гималая Алоха. Посмотрите, какие красивые цвета, какие красивые переливы. Пряжа ленточного типа. Так выглядит нить, как ленточка. Мотки на 50 грамм 46 метров. В составе 100% микрополиэстер. Мой цвет 126,05. Для работы производитель рекомендует спицы номер 8, и мы будем вязать на спицах номер 8. Посмотрите, какие красивые оттенки в палитре пряжи. Мой оттенок похож на перья павлина. Красивая пряжа для летних аксессуаров. Расход на сумку 4 мотка. Оставляем небольшой конец нити. На спице номер 8 длина лески у меня здесь 60 сантиметров. Обычным способом набираем 15 петель. Это количество петель для ширины донышка около 10 сантиметров. Набрали нужное количество. Разворачиваемся. Будем вязать поворотными рядами. Перед нами изнаночный ряд. Кромочную снимаем. Все петли провязываем изнаночными. Донышко вяжем лицевой гладью. В изнаночных рядах изнаночные. Довязали ряд. В лицевых рядах лицевые. Нам надо провязать длину донышка. Я буду вязать длину 25 сантиметров. Провяжу 43 ряда. Сформировали дно сумки. Так оно выглядит. Далее нам надо добрать петли по всей окружности. Провязываем наши 15 петель лицевыми. Далее по боковой части донышка будем добирать петли. Петли вытягиваем из-под кромочных в соотношении 2 к 3. Первую кромочную пропускаем. Вводим спицу под следующую кромочную, вытягиваем первую петлю. Из-под второй кромочной вытягиваем вторую петлю. Третью петлю добираем из перемычки между кромочными. Здесь есть такая маленькая петля, вводим в нее спицу, вытягиваем третью петлю. Добрали 3 петли из-под 2 кромочных. Далее то же самое. 2 петли из-под 2 кромочных. Третью петлю добираем из перемычки между кромочными. Таким образом, нам надо добрать петли по боковой поверхности донышка. 2 петли из-под 2 кромочных, третью петлю из перемычки. Добираем петли до нашего наборного ряда донышка. Из наборного ряда поднимаем петли из каждой петли. Вводим спицу в петлю ближайшую к наборному ряду и вытягиваем петлю из каждой петли. Дошли до боковой поверхности донышка, и здесь вновь добираем петли в соотношении 2 к 3, то есть из-под 2 кромочных вытягиваем 3 петли, 2 петли из-под 2 кромочных, третью петлю из перемычки между кромочными. Набрали петли по всей окружности донышка. Далее будем вязать лицевой гладью по кругу. Все петли будем провязывать лицевыми, пока не свяжем нужную нам высоту сумки. Я провязала 50 рядов в высоту. Закрываем петли шнуром айкорд. Начало закрытия такое. Из одной лицевой вывязываем петлю, не снимая ее со спицы. Возвращаем петлю на левую спицу, разворачивая. Снова провязываем эту петлю. Вытягиваем петлю рабочей нитью, не снимая петли со спицы. Надеваем на левую спицу, разворачивая. Провязали 2 петли. Провязываем третью петлю. Разворачивая, надеваем на левую спицу. Провязываем первую петлю с левой спицы лицевой. И уже снимаем ее со спицы. Провязываем вторую петлю с левой спицы. Третью петлю нам надо провязать вместе с четвертой. Предварительно нам надо развернуть эти петли таким образом, чтобы левые стенки петель были спереди. Провязываем 2 вместе лицевой за задние стенки. Возвращаем 3 петли на левую спицу. Провязываем первую петлю лицевой за переднюю стенку. Вторую петлю провязываем лицевой.
Третью петлю нам надо провязать вместе с четвертой, предварительно их развернув. Развернули 2 петли, провязываем 2 вместе лицевой за задние стенки. Вновь возвращаем 3 петли на левую спицу. Провязываем первую петлю лицевой за переднюю стенку. Вторую петлю провязываем лицевой. Третью и четвертую петлю разворачиваем. Возвращаем на левую спицу, провязываем 2 вместе лицевой за задние стенки. Таким образом будем продолжать закрытие петель до конца ряда. 2 петли провязываем, третью и четвертую провязываем вместе. Дошли до конца ряда. У меня осталось 3 открытых петли на спицах. Здесь нить отрезаем, вставляем в иглу широким ушком. Вводим иглу в первую петлю снизу вверх, оставляем ее на спице. Ищем нашу первую косичку. Вот у нас идет первая коса, вторая коса и третья коса шнура I-cord. Нам надо ввести иглу под обе стенки первой петли первой косы. Протягиваем рабочую нить. Вводим иглу в петлю на спице справа налево, снимаем, слева направо, во вторую петлю оставляем ее на спице. Ищем вторую петлю, петлю второй косы, вводим иглу под обе стенки первой петли. Протягиваем рабочую нить. Возвращаемся к петлям на спице. Снимаем первую петлю, вводим иглу во вторую петлю слева направо. Спицы можно убрать. Ищем третью косу, вводим иглу под обе стенки. Далее вводим иглу под обе стенки двух последних петель. Замкнули закрытие петель шнуром I-cord. С изнаночной стороны нить закрепляем. Я делаю небольшой узелок и прячем нить, уводя прямо в наш шнур I-cord. Раскладываем нашу сумку на поверхности, определяем местоположение ручек. Можно помочь себе при помощи булавок. С одной стороны булавкой отмечаем местоположение двух ручек. Здесь у меня 8 сантиметров от края, соответственно, здесь должна быть вторая булавка. Ручки для сумки буду вязать на прямых спицах, они удобнее для формирования шнура I-cord. За нашим шнуром нам надо поднять 4 задние стенки ближайших петель к шнуру. Поднимаю 4 стенки, подводим рабочую нить, провязывая эти петли лицевыми. Все петли вяжем за передние стенки. Провязали 4 петли, сдвигаем спицу справа налево и продолжаем вязать эти же 4 петли снова лицевыми, снова все петли за передние стенки. Провязали 4 петли, сдвигаем спицу влево и вновь провязываем эти 4 петли лицевыми. Таким образом, нам надо провязать нужную длину ручки. Я провяжу 50 рядов. Связали ручку необходимой длины. Далее нам надо пришить ее к сумке на нужном месте, там, где у нас булавка. Подхватываем одну стенку петли, ближайшей к шнуру I-cord, к нашим закрытым петлям. Протягиваем рабочую нить, вводим иглу в первую петлю, снимаем ее со спицы и тут же во вторую оставляем на спице. Подхватываем заднюю стенку следующей петли. Следите за тем, чтобы игла не протыкала нить, а подхватывала. Вводим иглу в первую петлю, снимаем со спицы, во вторую петлю слева направо оставляем ее на спице. Подхватываем следующую стенку петли. Вводим иглу в первую петлю справа налево, снимаем ее со спицы, во вторую петлю слева направо. Иглу под следующую стенку петли.
Здесь мы можем сделать узелок и спрятать хвостик прямо в нашу ручку, в наш шнур айкорд. Аналогично вывязываем вторую ручку для сумки, такое же количество рядов, и отправляем сумку на ВТО. Я стирала в машинке на режиме ручной стирки, сушила на горизонтальной поверхности в расправленном виде. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.